Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы с вами поговорим о Красном море. Красное море манит к себе каждый год сотни тысяч отдыхающих, предлагая развлечения на любой вкус. Хочешь — загорай, плавай, ныряй с маской и аквалангом, изучай морские пучины, выходи на яхте в открытое море или учись стоять на доске для серфинга. А еще Красное море может удивить и интересными фактами. Красное море самое молодое, оно начало формироваться только около 25 миллионов лет назад в трещине восточно-африканского разлома. Под действием центробежной силы из-за вращения Земли африканская континентальная плита отделилась от аравийской, и между ними образовался провал, который постепенно заполняется морской водой. Ученые уверены, что со временем и Восточная Африка отделится от континента, и воды Красного моря соединятся со Средиземным. Красное море омывает берега Азии и Африки, Египта, Судана, Джибути, Эритреи, Саудовской Аравии, Йемена, Израиля и Иордании. Площадь Красного моря составляет 450 тысяч квадратных километров. Почти 2/3 моря лежат в тропическом поясе. Объем составляет 251 тысячу кубических километров. По разным оценкам, длина в направлении с севера на юг составляет от 1932 километров до 2350 километров, ширина от 305 до 360 километров. Берега изрезаны слабо, их очертания в основном предопределены сбросовой тектоникой, и почти на всем своем протяжении восточные и западные берега параллельны друг другу. В рельефе дна выделяются прибрежная отмель до глубины 200 метров, наиболее широкая в южной части моря, с многочисленными коралловыми и коренными островами. Так называемый главный трог – узкая впадина, занимающая большую часть дна моря, в среднем до глубины 1000 метров. Осевой трог – узкий и глубокий желоб, как бы врезанный в главный трог, с максимальной глубиной по разным источникам до 3 километров. Средняя глубина моря составляет 437 метров. Интересно, что в Красном море насчитывается 25 островов, среди которых наиболее известными для дайвинга являются острова Дахлак, Кибир, Гифтун, Бразерс, Забаргат, Роки и, конечно же, остров Тиран. Недалеко от архипелага Дахлак со времен римлян и до сегодняшнего времени добывают жемчуг, а остров Элефантина, крупнейший туристический объект Египта, является природной границей между Египтом и Нубией. На севере моря располагаются два залива – Суэцкий и Акаба, который соединяется с Красным морем через пролив Эд-Тиран. По заливу Акаба проходит разлом, поэтому глубина этого залива достигает больших значений – до 1800 метров. Особенность Красного моря состоит в том, что в него не впадает ни одной реки с постоянным водотоком, а сезонные притоки немногочисленны, например, Барака, и редко доходят до моря. Так как реки обычно несут с собой ил и песок, существенно снижая прозрачность морской воды, то из-за их отсутствия вода в Красном море кристально чиста. По-гречески море называют Эритра-Таласа, по-латыни Маре Рубрум, по-арабски Эль-Бахр, Эль-Ахмар. На иврите Красное море звучит как Хаям Хаат, но оно все же традиционно отождествляется с морем, которое упоминается в Библии, и его по старинке называют тростниковым. Красное море по цвету совсем не красное. Возникает вопрос, откуда же появилось название? Существует 3 версии. Первая гласит, что древние народы различали части света по цвету. Так, север был черным, восток голубым, запад белым, а юг красным. Море было на юге, значит оно красное, а море, которое было на севере, было черным. Вторая версия, когда арабы расшифровывали древние надписи семитского народа химьяритов, слово из 3 букв Х, М, Р, которыми обозначало море, посчитали как арабское «Ахмар», что означает «красный». А третья указывает, что море все-таки получило название из-за своего цвета. Красным оно становится во время цветения водорослей. В этот период вода приобретает рыжевато-бурый оттенок. Красное море – самое соленое из всех морей. Мертвое в счет не берем, поскольку, как мы знаем, это озеро. В 1 литре воды здесь содержится 41 грамм солей, в океане – 34 грамма. В Черном море 18, в Балтийском всего 5 грамм солей на литр воды. За год над морем выпадает не более 100 мм атмосферных осадков. И то не везде и исключительно в зимние месяцы.
тогда как испаряется за это время в 20 раз больше – 2000 мм. Это значит, что каждый день с поверхности моря испаряется больше полусантиметра воды. При полном отсутствии поступления воды с суши этот дефицит воды в море компенсируется лишь поступлением воды из Аденского залива. В Баб-эль-Мандебском проливе одновременно существует течение, входящее в Красное море и выходящее из него. За год в море вносится воды почти на 1000 кубических километров больше, чем выносится из него, и тем самым компенсируется испарение с его поверхности. Для полного обмена воды в Красном море требуется всего 15 лет. Высота приливов и отливов в Красном море приблизительно в 2 раза меньше, чем в Мировом океане. По качеству и разнообразию кораллов, морской флоры и фауны Красному морю нет равных в северном полушарии. Туристический бум, охвативший в последние годы египетское побережье Красного моря, в значительной степени связан именно с уникальным и невероятно богатым подводным миром этого тропического моря – популяризацией подводного плавания. Протянувшиеся вдоль всего египетского побережья коралловые рифы являются своеобразным жизненным центром, привлекающим множество рыб. Поражает разнообразие форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвленными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму, от нежно-желтого и розового до коричневого и синего, но цвет сохраняют только живые кораллы. После смерти они теряют мягкие покровные ткани и остается только белый кальциевый скелет. В Красном море широко распространены бутылконосые дельфины, различные виды полосатого дельфина и касатки. Вполне возможна встреча под водой и с зеленой черепахой. На морском дне живут иглокожие, морские огурцы, водятся акулы, они облюбовали для себя побережье Судана. Мурены, приспособленные к жизни на рифах, могут достигать 3 метров в длину и имеют довольно устрашающий вид. Обычно, если их не дразнить, они не опасны для человека, но укус рыб может быть опасен. Известны случаи нападений на дайверов-аквалангистов. Здесь можно встретить и рыбу Наполеона, названную так из-за характерного выступа на голове, который напоминает головной убор французского императора. Эти рыбы особенно многочисленны у южной оконечности Синайского полуострова. Отличаются яркой окраской рыбы-ангелы и рыбы-бабочки, рыбы-клоуны и султанки. Богатство подводного мира Красного моря поражает. Иногда достаточно взять маску, опустить голову в воду, и ты в мире капитана Немо. Разноцветные кораллы, морские ежи, всевозможных форм и цветов рыбы увлекают за собой. И иногда в такие моменты забываешь о времени, растворяешься в морской пучине. Жизнь в этом мире кипит как днем, так и ночью. Несмотря на научные разработки, подводный мир моря изучен только на 60%. Пока что науке известно почти 1500 беспозвоночных и столько же видов рыб. Именно это богатство и разнообразие привлекает фотографов, ученых и дайверов со всего мира. Интересно, что 30% всех существ, живущих в море, не могут перемещаться с одного его конца в другой. То есть рыбы, обитающие в южной части моря, не живут в северной и наоборот. Красное море так же прекрасно, как и опасно. Туристов предупреждают, что нельзя кормить рыбок. Некоторые погибают из-за этого, другие начинают принимать туристов за еду и кусать их. Нельзя прикасаться к медузам, кораллам, трогать руками морских ежей. Уколы, укусы морских обитателей приводят в лучшем случае к ожогам, в худшем к смерти. Нельзя плавать ночью, ведь именно в это время суток активизируются самые опасные виды рыб. Кроме тигровой акулы, которая иногда без причин нападает на людей, еще 43 вида опасных акул водятся в водах моря. После открытия в 1869 году Суэцкого канала через Красное море стал проходить популярный международный торговый путь. Он манил торговцев со всего мира. В Красном море с конца 19 столетия произошло 47 кораблекрушений, из них 17 крупных. Среди них Зисли Горн, затонувший 16 декабря 1991 года. Это самое известное в мире кораблекрушение после Титаника и Салем-экспресс. У Красного моря есть свой Бермудский треугольник – риф Абу-Нухас. Здесь на глубине не более 30 метров лежат 4 суда. Первой жертвой рифа стало британское парусно-паровое судно «Карнатик», второй – немецкое грузовое судно «Кимон-М», а третий – греческий корабль «Чиссулака». Последней жертвой рифа стал японский лесовоз «Гианнис».
Каждое затонувшее судно сейчас представляет огромный интерес для дайверов.